Всем привет! Сегодня хочу поделиться безумно вкусной закуской из баклажанов. Это блюдо можно смело отнести к китайской классике. Рецепт простейший, результат впечатляющий. Настолько, что я полюбила блюдо из баклажанов еще сильнее, хотя казалось, что сильнее уже некуда. Для приготовления возьмем один красивый крупный баклажан. Отрежем плодоножку, носик и порежем баклажан на крупные брусочки. Переложим брусочки баклажана в чашку и посолим. И перемешаем, чтобы соль равномерно покрыла баклажаны. Оставим на 10 минут, чтобы баклажаны стали вот такими мокрыми. Возьмем новый сухой пакет и переложим туда баклажаны. Добавим 2 столовых ложки крахмала. Можно использовать кукурузный, можно картофельный. И перемешаем. Это очень удобный способ, как можно в крахмале обвалять кусочки овощей. Мне этот способ очень нравится. Смотрите, каждый кусочек равномерно покрыт крахмалом. На разогретую сковородку нальем 2 столовых ложки растительного масла и обжарим баклажаны на среднем огне. Тут важно следить, чтобы баклажаны были обжарены со всех сторон равномерно до красивой румяной корочки. В таком виде баклажаны практически не впитывают масло. Убираем баклажаны с огня. Они должны получиться мягкими внутри и хрустящими снаружи. Один крупный болгарский перец порежем на половинки. Нам пригодится всего одна половинка. Порежем болгарский перец на мелкие кубики. Выдавим сок из половинки лимона. Мелко порежем несколько веточек свежей петрушки. Также можно использовать укроп или кинзу. Измельчим несколько зубчиков свежего чеснока. Нам понадобится один острый перец чили. Мы будем использовать в этом рецепте его половинку. Также мелко покрошим его на кубики. В глубокой чашке смешаем столовую ложку соевого соуса, сок лимона, добавим чайную ложку сиропа топинамбура или любой другой подсластитель по вкусу. Выложим болгарский перчик, острый перец, чеснок и петрушку. Добавим столовую ложку кунжута, можно использовать свежий или обжаренный. Перемешаем до однородного состояния. И в эту ароматную яркую заливку выкладываем брусочки жареных баклажанов. Бережно перемешайте. Рецепт простейший, результат впечатляющий. Подавать эти баклажаны можно с чашкой пресного риса, который оттенит яркий соус. Можно с брускетками подсушенного хлеба. И уже на следующий день вы скажете себе, а не приготовить ли мне их еще раз? Так вкусно баклажаны вы еще не готовили. Один крупный красивый баклажан отделите от плодоножки.
и порежьте крупными кольцами шириной 1,5–2 см. На разогретую сковородку налейте столовую ложку растительного масла, у меня оливковое. Обмакните кусочки баклажанов с двух сторон и обжарьте до полуготовности на среднем огне. Когда баклажаны подрумянились, переверните их на вторую сторону. И слегка подсолите. Когда баклажаны подрумянились со второй стороны, уберите их с огня. В глубокую чашку разбейте 3 яйца и взбейте их до однородности. Добавьте 1/3 чайной ложки соли, пол чайной ложки черного перца, пол чайной ложки куркумы по желанию и чайную ложку базилика сушеного. Добавьте 4 столовых ложки молока, 2 столовых ложки с горкой муки и перемешайте все ингредиенты до получения жидкого теста насыщенного желтого цвета. Один небольшой пучок петрушки измельчите. Также сюда подойдет укроп или кинза. Добавьте зелень к тесту. Еще раз перемешайте. Заливка готова. Поставьте баклажаны снова на средний огонь и добавьте к ним заливку. Аккуратно, бережно, чтобы баклажаны не убежали. Распределите заливку так, чтобы она равномерно покрывала все баклажаны. Накройте крышкой и поставьте на самый маленький огонь на 7 минут. В это время один большой спелый сочный помидор порежьте крупными кольцами. – 100–120 грамм сыра натрите на крупной терке. Я использовала обычный сыр и немного копченого. Омлет в это время схватился. Посмотрите, чтобы верх был сухим. И аккуратно, бережно, при помощи разделочной доски переверните его на вторую сторону. И выложите в эту же сковородку. Сверху выложите ломтики помидоров, рубленую зелень и тертый сыр. Сыра можно использовать больше или меньше. В конце я добавила немного копченого сулугуни для особого аромата. Накройте крышкой еще на 5 минут, также на самом малом огне. Пицца готова. Сразу снимите ее с огня и переложите на блюдо для подачи. Баклажаны по этому рецепту получаются вкусные, сытные и без вреда для фигуры. Порежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Идеально для завтрака, обеда или легкого ужина. Пишите комментарии, я буду рада ответить каждому. Давайте дружить и готовить вместе. Ставьте лайк моему видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много вкусного.